Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками и нашими встречами с политическим технологом, комментатором, публицистом Михаилом Павловым. Михаил, приветствую вас. Да, добрый день. Начать наш разговор я предлагаю с неимоверной потужности, которая накрыла Зеленского. Заявления, достаточно яркие, как будто что-то произошло. Как будто, собственно, дело не в воде храбрости, дело не в зелье каком-то, нет. Тут дело именно во времени, которое вроде как сжимается, и Трамп прямо говорит, нужно торопиться Зеленскому, а он поехал на Мюнхенскую конференцию, встретился с иранским в экзиле товарищем, наследником, и на панели рассказывает о том, что у Путина мало времени, потому что я моложе. У кого больше времени? И о чем свидетельствует, такой, достаточно наскок, галоп заявлений Зеленского. Мне кажется, Пехлеви с ним делился, наверное, опытом этого самого экзиля. Зеленскому, наверное, все-таки в среднесрочной перспективе этот опыт очень даже понадобится, как мне кажется, да? Особенно с учетом планов Лондона на него. Хотя они могут быть сильно разные. Что за заявление Зеленского? Не устаю последние сутки, нет, вторые сутки уже говорить, что чем дальше в лес, тем толще партизаны. То есть чем дальше от переговоров в Абу-Даби, тем наглее становится заявление Зеленского. Вот очень сильно напоминает это одну историю, такой психологический эффект, думаю, люди, зрители наши, да и вообще сталкивались с подобным. Когда ты чего-то очень сильно боишься, чего-то сильно опасаешься, а потом все разворачивается так, что уже понимаешь, будет это. Вот уже будет, и уже как бы ничего не миновать. И это облегчение наступает. Вот так, вот все уже. А назад дороги нет. Мне кажется, у него наступил этот самый момент во многом. Пока это в формате предположения. У меня история. Но очень похоже на то, что в целом вот этот политический трек украинский, внутриполитический трек, абсолютно разошелся с переговорным треком. То есть переговорный трек, и участники его с российской, с украинской стороны, с американской стороны, есть то, что там обсуждается. Вероятно, довольно глубокая проработка многих технических компонентов, связанных с остановкой огня долгосрочным, всеобъемлющим, с контролем этого всего вопроса, с многими нюансами технического характера. И дежавю с концом 2020 года, когда в Париже вроде бы, наверное, даже менее подробная карта дорожная была принята, а потом просто Киев официально начал ее просто игнорировать, эту историю, которую сами же и подписали. Да, конкретно Зеленский в Париже подписал ее на встрече в нормандском формате. Если не изменяет память, это было то ли 4, то ли 5 декабря 2020 года. Я просто хорошо помню внутри, как это все происходило, что мы восприняли, наверное, да, все идет к миру уже, там, к завершению всех этих событий вокруг Донбасса. А ВОЗы ныне там, да. Но и вот сейчас очень похоже на то же самое создание, то, что я, например, очень приветствовал, создание трехсторонней рабочей группы постоянной на уровне военных министерств. Это говорит о серьезном прогрессе. Вот политический процесс внутри страны, он ушел вообще куда-то в другую сторону. И заявления Зеленского действительно, чем дальше, тем более наглые. Причем наглые-то они ведь не только в сторону России. По большому счету он сейчас нагло себя ведет. Вот он даже прокомментировал заявление Трампа. Да, он нагло себя ведет в отношении администрации Трампа и штатов как таковых. И такое ощущение, что вот по части что-то произошло. Мне кажется, вот наступило для него, как говорит наш общий знакомый коллега Семен Уралов, кристальная чистота понимания наступила у него. Что вот тут из всех вариантов он сейчас выбрал волей-неволей, под давлением и недавлением. Я думаю, что не без Лондона, естественно, эта вся история, и без прямой угрозы какой-то Зеленскому со стороны Лондона. Он выбрал трек, где он расходится с Трампом. Он выбрал трек, где он будет продолжать имитировать переговорный процесс, но по факту, мы же это обсуждали даже на наших эфирах, да, с вами, вот из тех, что состоялись уже. Если в феврале не начнет раскрутка механизма избирательной кампании, не запустится механизм подготовки избирательной кампании, чтобы в нее войти в марте, то никаких дедлайнов 15 мая, никакого подписанта к лету от Украины, который
ну, скажем так, должен появиться в духе Анкориджа, назовем так, да. Призрак Анкориджа бродит по Европе практически. То никаких медалек и эполетов себе Трамп летом не наденет и не пойдет в Конгресс с этой темой, что он урегулировал украинский кризис. А следовательно, история, то есть точка бифуркации очень простая. Если бы я был политтехнологом Трампа, я сказал, если мы сейчас, Дональд Фредович, не решаем принципиально всю историю, если Киев сейчас не входит в избирательную кампанию в течение марта, то надо из украинского кейса выходить. Надо минимализировать его присутствие в риторике, в действиях, в дипломатии, во всем, чтобы эта история не работала триггером для всего избирательного процесса. Как это сделал сам Трамп против команды Байдена, а потом Камалы Харрис, постоянно мордуя их темы там, выброшенных в миллиардов долларов, Третьей мировой. То есть он просто сел на конек, один из, конечно же, не будем преувеличивать значение, но и преуменьшать тоже. Сел на конек этой темы неудачного, скажем так, трека, выбранного командой Байдена еще, да, президента, по украинскому кризису. И бичевал их. Собственно, это в том числе сработало, скажем так, еще и как по части избирателей, которые колебались. Они смогли в целом напугать темой Третьей мировой. Кстати, свежие исследования есть в Штатах. В наибольшей степени верят, что это может произойти. Это работа 2024 года избирательной кампании, которая системно доставляла эту информацию, что этот риск есть, и за него отвечают демократы. То есть у них получилось тогда. Вот чтобы, ну, естественно, деньги. Естественно, выброшенные 300 миллиардов, конечно же, на колебающихся избирателей это действует. Но и вот сейчас Трампу 100% нужно либо дожимать очень быстро Зеленского, либо просто выходить из этой темы. Хорошо, давайте вот да. этот вариант рассмотрим. Да. Выйдет из темы. Это вот как пишет Атлантик. Вообще, конечно, там, ну... Это прям вот сконцентрированная вот эта история, интервью. Да, программная история. Саймон Шустер – это человек, который биографию писал Зеленского. Он на донатах сидит из бэк-офиса в свое время Ермака. Сейчас, вероятно, также это реализовывается. Это за деньги сделанное, фокусирующее интервью. То есть они расставили точки над «и» очень многие. Вбросили какие-то там такие как бы не самые лицеприятные нюансики для Зеленского, но по факту точки над «и» они расставили этим интервью. И совершенно точно. Смотрите, вот я просто хотел сейчас уточнить, а потом продолжить. Уточнить. Смотрите, там как выписывается. Трамп уходит, и интрига главная, геополитическая вообще, политическая, кто виноват, останется у Трампа. И от этого много чего зависит, что будет дальше. Россия, Украина или обе эти страны? Вот как бы вы в этой плоскости, в этом, ну как это, камень, да, стоит богатырь, а тут камень. Направо пойдешь, налево, прямо. Я бы, как политтехнолог, рекомендовал в какой-то момент просто снизить любые комментарии вообще, не называть ни виноватых, никого, просто выйти из этой темы, переключить внимание с помощью медиа на какие-то совершенно отдельные темы. Знаете, это называется у нас эффект солнечного зайчика, когда... Есть аудитория, и она внимательно на что-то смотрит. Вот что-то происходит там, предположим, на сцене или на столе, что-то, какие-то махинации, вот картежные игры. Ты берешь, запускаешь на солнечного зайчика на сторону какую-то вот светлую или темную, не суть есть. И внимание людей в моменте туда переключается. Они просто начинают какое-то время следить. А в это самое время надо следить за руками-то. И вот так я уверен, что будут пытаться штатовцы делать, потому что вообще им надо из этой темы тогда выходить. Вот инсайдерская информация, которая у меня есть, да, она касается двух пунктов. Во-первых, того, что, то, что, кстати, подтвердилось на интервью у Шустера, да, о том, что есть советники, которые рекомендуют Зеленскому следовать американским пожеланиям. А вторая история – это то, что вот у меня есть, о том, что люди, отвечающие за внутриукраинский трек, это люди ориентированные, работающие с Джей Ди Венсом, повторяюсь, он именно куратор внутриполитического вопроса. Традиционно вице-президент Штатов отвечает за внутриполитический вопрос на Украине. Вообще, в принципе, в Европе, в Восточной Европе за внутрянку отвечает именно вице-президент. Так сложилось. Не глава дипломатического корпуса, как Рубио, а вот именно вице-президент. И, соответственно, они говорят следующее, что вы должны сейчас проголосовать такой закон о выборах и запустить такие выборы, чтобы подготовительный этап занял около месяца или месяц, а сами выборы только месяц вообще.
Но даже в этой логике, чтобы в мае получить легитимного в духе Анкориджа подписанта и перейти к подписанию документов, надо запустить в середине марта избирательную кампанию. Даже в этой логике. А если оставаться в нынешних реалиях, то уже время потеряно. Рада ушла до 24 февраля на перерыв. Это нужно экстраординарные усилия от американского посольства под что-то конкретное, чтобы их вытащить из этого перерыва. Ой, а как ушла, Михаил? Ой. С душком. Так это все чернокнижник Ермак. Его проклятие. Новые куклы в сундуке у Ермака. Я бы так назвал. Нет, погодите, кроме шуток. Ведь в каждой шутке есть доля шутки. Так это выгодно, получается, Банковой, чтобы поболели Конечно. депутаты? А я вообще сомневаюсь, что они там поболели. Я реально сомневаюсь. Да, там был вопрос, связанный с МВФ, важный для них. Но что-то есть глубокое такое у меня подозрение, что время еще терпит, и они еще проголосуют все, что нужно. А Ну, вот сегодня по МВФ Свириденко сообщила, что не будут повышать налоги, отсрочили вот эти претензии. Ну, то есть этот вопрос закрыт, это не вопрос. Ну, и все, собственно. Соответственно, да, это тоже выигрыш времени. Это нифига себе 10 дней. А сейчас прям горит, прям полыхает. Чтобы... Вот смотрите, еще один инсайт, третий. Законопроект о выборах в условиях военного положения, правда, там выписано 60 дней, не так, как хотели американцы. Он уже в комитете, но не зарегистрирован. Он еще, он уже передан был на рассмотрение членам комитета, он уже прошел на Банковое все согласования, но он не зарегистрирован на сегодняшний день. Соответственно, его должны зарегистрировать. Ну хорошо, день это даже пару часов. Ну то есть все, на самом деле времени нифига нет уже, чтобы проголосовать измененный законопроект, да, для особых условий, чтобы проголосовать какие-то, скажем так, действующие в краткосрочном периоде изменения, какие-то корректировки к гражданскому и криминальному кодексу. То, о чем, кстати, Айвазовская говорила. Только она говорила, что это нужно через полгода делать, не раньше. Чтобы проголосовать изменения в бюджет, выделение денег на избирательную кампанию. Чтобы утвердить какие-то решения относительно Центральной избирательной комиссии. Возможно, да. Ну, может быть, даже... то есть на это ведь время нужно и голосование. Нет, при экстраординарных усилиях со американской стороны это все можно очень быстро сделать. Но все равно... Почему вы говорите с американской стороны? Ну, я к тому, что только американцы могут надавить на Банковую и на Зеленского, чтобы они вот включились так по линии... скажем так, по линии Центральной избирательной комиссии и по линии Рады. Да, американцы в целом контролируют ситуацию в Раде. Но все очень на тонкого. Все очень на тонкого. И без Зеленского они фактически при большом желании могли бы провести все эти изменения. Но он просто не подпишет. А, соответственно, это включаются механизмы отсрочек принятия решений, внесения повторных, преодоления вето президента, и время снова потеряно. Цейтнот, и сильнейший цейтнот. Они это прекрасно понимают. Те, кто, по крайней мере, консультирует их. А консультирует их понятно кто. Арахамия, понятно кто. Умеров, понятно кто. Буданов, понятно кто. Поклад. Это те самые неназванные советники, как мне рассказывают, которые сейчас представляют из себе, ну давайте так, в кавычках, партию мира, которые сейчас требуют от Зеленского следовать треку, предложенному и требуемому американцами. Но образовалась такая себе вполне себе партия войны при Зеленском. Это еще один очень интересный момент, тоже инсайдерский. Это не Ермак, который по большому счету влияние почти утратил, но не влияние на самого Зеленского. Конечно же, он у него советником негласным остается. Но нет, это человек, который сейчас самый влиятельный и самый доверенный, что ли, у Зеленского, это Виктор Пинчук. И внутри антизеленской коалиции состоялся развал такой себе. То есть Пинчук и Фиала большую часть того, что хотели, получили от происходящего. И Пинчук сейчас, Пинчук, давайте так, Пинчук года с 2005-го очень жестко ориентирован на Лондон именно. И на демократическую партию. Это крупнейший спонсор, не просто из Восточной Европы, из Европы крупнейший спонсор демократической партии. Человек, который годами Atlantic Council и многие другие институции финансировал. С 2005 года он обладатель недвижимости в Лондоне и бизнесов в лондонских, скажем так, в британских офшорных резиденциях. Это человек полностью ориентированный на Лондон, больше того, на разведсообщество британское. И он сейчас играет роль Бориса Джонсона, который говорит просто «давайте дальше воевать».
А если нет, если Штаты что-то такое этакое выкинут, то вот так, как мы с тобой, Владимир Александрович, договорились. Второй тур и Белецкий во втором туре. Как пугало, чтобы сыграла история про меньшее зло. Вот это вот абсолютно точная история сейчас, которая в ухе у Зеленского, а там еще и Лондон. У него первая встреча на Мюнхенской конференции со Стармером. Это все более чем прозрачно. 25 января в Вильнюсе он опять же с британцами общался, возможно, и с Блейз Митревелли. Конечно же, его держат за все филейные части, и шаг вправо, шаг влево – это побег, да, прыжок на месте, провокация. И мне кажется, вот эта обреченность и понимание, что курс уже выбран, курс на конфронтацию с Трампом, со всеми вытекающими для сил обороны Украины, а это ВСУ, тероборона, Нацгвардия, в 26 году и на фронте, и в экономике, окончательным руинированием экономики, промышленности и энергетики, они выбрали этот путь. Но цель простая, именно та, которая декларируется в интервью с Шустером, не таясь, пересидеть до января, когда приведен будет полномочиям, вступит в полномочия новый Конгресс. Вот и все. Михаил, Зеленский там как бы немножко полутонов давайте добавим. Зеленский говорит, России нужны выборы. Россия не хочет, чтобы был президентом я, говорит Зеленский. И это вот как... Вот это против меня, да. То есть... Меня свалить хотят. Но это так смешно уже. Но... Нет, ну с другой стороны, смотрите. То есть вот он этот посыл как бы забрасывает. Вообще эти месседжи, конечно... Люди, мне кажется, становятся умнее все-таки. Вот мы, конечно, есть отдельные и у меня на канале, и вообще люди, эксперты, там, комментаторы политические, которые недооценивают людей. Ну, типа, вот, там масса, вот все побежали, толпа, непонятно кто, вот это вот все. Нет, ребята, нет, это работает всегда, этот принцип толпы, это закон толпы, он работает. Работает точно так же, ну, давайте откровенно. Это вот про наши народы, да, вот эти постсоветские, там, Россия, Беларусь, Украина, там, другие. Вот с одним человеком пообщаешься, вроде прям кладезь, свет Божий, прям Цицерон. Соберешь всех вместе и понимаешь, что ой-ой-ой, понимаете? Я как политтехнолог могу сказать, что эффект толпы и закон толпы работает только на достаточно ограниченном отрезке времени, потому что срабатывает там целый набор, скажем так, биологических реакций у человека фактически. Вот эта встроенность, адреналин, другие, скажем так, взаимосвязи начинают работать. И это есть. Но вот постоянно пребывать в этом мобилизованном состоянии человек, в принципе, человеческая психика не способна. И начинается откат, начинается сначала фрустрация, а потом человек оказывается один на один с проблематикой. И в этот момент наступает та самая история, то, что вы говорите, люди поумнели. Нет, а их отпустило, что называется. Их отпустило, и тогда, когда ты остаешься один на один с проблемой, жизнь превращается в лучшего педагога. И ты видишь реально то, на что твоя психика просто что отметала. То, что она отбрасывала. И ты волей-неволей ты понимаешь, елки-палки, а вот оно что происходит на самом деле. Я вот это к чему? Я к тому, что все очень трезво смотрят на ситуацию. Ну вот люди. Да? Вот люди. В большинстве. Опять-таки, мы с вами работаем, вот это же тоже говорят, вот там аудитория. Не-не-не, ребята, эффект, вот, например, анализа, в том числе и на канале, да, вот там в интервью, там на канале у Михаила, подписывайтесь, ссылка в описании, здесь, в том, что вы зачастую побольше, ну, вот вы же смотрите один, вот сейчас один возле своего телефона или своего компьютера, да. И мы как бы втроем сейчас, нас много, но мы по тройки такие, знаете. Это индивидуальная беседа, на самом деле. И вы знаете, тут очень важно сейчас, нормально же, все разбираются уже в этом мошенничестве. Да. Некому побеждать Зеленского на выборах. Некому. Не за кого голосовать. Опять-таки, эти выборы, вокруг которых вот мы сейчас посвятили большое количество времени, и Зеленский говорит, это выгодно России, чтобы меня свалить, это уже начало избирательной кампании.
Это уже 99% там источник из нового времени говорит, Зеленский идет на второй срок. Это уже игра, вот в это или я, или Путин. Помните, на билбордах повесили, потом сказали, ой, ё-моё, порошенковцы, давай снимать. И снимали потом на 2019 году. Смотрите, при том засилье карательных органов, обстановки, уголовных дел, вот при всем политическом, скажем так, буйстве красок, при всем давлении, общество, которое загнано, ТЦКшники, которые лютуют, менты, которые тоже, понимаете, там держат эту историю. Люди мне пишут, говорят, слушайте, у нас какая-то странная история происходит. 2-метровые здоровые лбы, нацгвардейцы в тылах тренируются стрелять. Внутренняя армия, внутренняя. Их на фронт не отправляют, а ловят какого-нибудь доходягу, крутят его, предпенсионного возраста или просто больного человека и отправляют на ноль. А сами готовятся, что условно там люди, которые из доходях на передовой, развернутся и пойдут искать справедливости маршем на Киев. А тут уже смотрите, какие красавцы выученные их ждут. Эти все сценарии просчитаны. Это нам вот это просто пыль в глаза пускают. Вопрос. Так кто победит? Ну, ясное дело, что сейчас, именно сейчас у Зеленского переизбраться самые большие шансы. Потому что если проскочим вот этот вот период, о котором вы говорите, ну вы же сейчас с позиции там американцев, да, комментировали ситуацию, а с позиции Украины, так а потом голосовать, ну простите, потом вообще Зеленский не имеет никаких шансов. Слушай, я пытаюсь, на самом деле, с позиции здравого смысла. Тут просто, если сейчас американцы, хоть ни шатка, но валка, но работают в логике приближения мирных соглашений, значит, это здравый смысл, говорит. Если Зеленский работает против, я не отказываю ведь ему в здравом смысле. Он скорее загнанное, запуганное, но очень наглое животное политическое. Вот. Там преувеличенная степень его подверженности изменяющим сознание веществам. Все он хитро анализирует, предельно цинично и делает выборы спасения собственной шкуры единственно возможный для него. Другое дело, что это обрекает на чудовищные вещи миллионы людей, но они все заложники. Они все заложники. И именно поэтому я говорю, что любая власть на Украине после Зеленского будет партией мира. Любая. Выбор вроде бы действительно без выбора. Мне много тоже в комментариях пишут, но из кого, мол, выбирать, вот они же все это... Да нет. Зеленский повязан по рукам и ногам и собственной гордыней, собственными страхами, кстати, не иллюзорными, а реальными страхами за собственную жизнь. Мы это обсуждали в том числе. Плюс внешними страхами. Ну, я вот буквально сегодня уже комментировал, почему, мол, они не боятся там каких-то мероприятий со стороны России или прилета? Да потому что у Зеленского с 22 года за спиной стоят люди, британская спецура, которая легко превращается и в конвой, и он тогда как Мадуро может отправиться в Лондон при их желании. Или в расстрельную команду. Он их боится больше, чем кого бы то ни было на свете. А вот его страхи, связанные с жизнью потом, это страхи, что он для этих же людей окажется опасным свидетелем, а для таких, как сидящий в тюрьме Коломойский, окажется целью оставшейся жизни наказать, чтобы он ответил за все, за то, что он сделал. Он все это прекрасно понимает. И когда он, по сути дела, проговаривается, что я молодой, я переживу Путина, он живет в парадигме сохранения власти бесконечно долго по возможности. А тебе речи не идет. Если бы речь шла про политические системы, кто ты? Ты обезличен, по большому-то счету. Не ты так Залужный, не Залужный так Буданов, не Буданов так еще кто-то. Но он же живет в парадигме «я переживу». Соответственно, он не допускает даже мысли, что он потеряет возможность пребывать на этой вершине власти на Украине. Он в этой парадигме живет. И у них расчет понятно на что. Пересидеть Трампа, переждать Трампа, дождаться кризиса, как они ожидают, внутриполитического в России. А если что-то происходит с Путиным, это вообще турбулентность глобальная в элитах российских, как они считают. Вот на что. И это значит, кризис и война должна длиться бесконечно, чтобы создавать эти предпосылки турбулентности в России. Плевать они все хотели на Украину и грачкосиев бедолашных.
Они инструмент, и Зеленский инструмент. Им в головах у них это декомпозиция России и смена власти в России для того, чтобы вернуться в благодатные 90-е, когда все ресурсы и все принадлежало им там. Вот о чем они думают. Поэтому Зеленский, какой Зеленский? Зеленский, ты тут рыпнешься сейчас, Володенька. Тебе оплык, как говорил Леонид Данилович. Я не защищаю его. Он сам выбрал поворот не туда, как в хорроре американском. Он сам зашел не в ту дверь когда-то. Хотя уверен, что и вербовка его состоялась тоже не на пустом месте. Было за что его брать и за что прижимать. Иначе бы так просто не получилось. А получилось достаточно просто это все в 2021 году. Соответственно, заложники все по кругу. Хорошо. Как корреспондируется, ну, все вышесказанное, да, вот инсайды, которыми вы поделились, и, собственно, логика, да, вот происходящее. Вот смотрите, у нас американская есть история, есть внутренняя история, но есть российская. И Да. это ведь тоже очень интересно. В начале недели выходит Лавров. Да. И, ну, давайте так, очень, как если так, дипломатическим языком. На, Да, на дипломатическом языке, да, да. то есть вот он очень четко, как бы, да, и все и это правда. Это, Да. ну, действительно, тут можно Да. там Да. не отрицать. Это означает, что да, давайте-ка по-мужски, давайте контрагента своего приводите в чувство. Да. И потом мы видим, это понедельник условно, да, там, ну, четверг Трамп говорит, давай, Зеленский, торопись. То есть он даже, он, наверное, понимает, что он не Зеленскому говорит, а это разговор России и США. Естественно, России да. и США. Он говорит, я за базар отвечаю, видите, я же говорю ему. И вот Слушайте, получается... а там же было еще и вброс от Financial Times, который не случайно появился про дедлайн 15 мая. Не случайно эта вся история. Выходит Скотт Бессент, рассказывает, что сейчас, если мирное соглашение, снимем санкции с российской нефти. Да? Слушайте, да, конечно, все это не случайно. Вот, ну, сигнал Лавровский, он ведь о чем, как мне кажется? О том, что, джентльмены, мы с вами по-пацански, по-мужски в Анкович договорились, президенты, лидеры договорились. Ну так действуйте в этой логике. Хотите, мы сейчас уйдем в официальный язык, что называется, будем возиться с этим новым СНВ там, до потери пульса, возиться со всеми этими вопросами, продолжая воевать, и мы свои как бы, задачи решим. Они же это пытаются доставить, да, американцы. Но они же тоже прекрасно понимают всю ту петрушку, которая внутри Украины в политическом смысле разворачивается. Прекрасно видят. При этом они же ведь понимают, что американцы желали бы, если вопрос бы уже решили. Ну, давайте так, говорить честно. Все инструменты у них в руках для этого есть. Да, при этом есть риски для Трампа. Они говорят, слушай, ну ты же пообещал, у тебя есть риски, мы понимаем. Но ты же пообещал, действуй, Дональд. Действуй, Дональд. Донни, не останавливайся, что называется. Потому что отключи разведданные, подачу и потоковую обработку информации. Это все. Никакие французы, никакие британцы не заменят эту историю. Отключи Starlink, и что происходит после этого, тоже становится довольно понятно. Запусти по полной, наступи на педаль, Кэш-Патель, наступи на педаль Набу, и тоже довольно понятная история. Опубликуй данные, которые есть, которые прямым образом ставят Зеленского под удар, уже прямым образом связывая его на материалы, даже на фиксации, которая есть у них. У них же все есть, но они ведь почему сейчас выходят в таком формате? Там еще и не только Лавров, там еще и Песков в тот же день сделал заявление. Они выходят и говорят, ну мы же понимаем, что вы сейчас просто нас еще и тоже дергаете и не делаете последний шанс по Киеву, потому что вы с нами воюете на углеводородном рынке. Вы сейчас устроили передел углеводородного рынка. Вы нас выдавили из Европы, вы сейчас действуете на венесуэльском треке, на иранском треке, на индийском треке. Вы просто хотите нас поставить раку. В данном случае они обращаются как бы к Трампу. Говорят, ты же нас параллельно раком пытаешься поставить, чтобы повыгоднее эту самую сделку заключить. Этот самый пакет Дмитриева на 12 триллионов. Чтобы там было не 50 на 50, а условно 60 на 40, да? Но это же все понятно на поверхности. А Трамп, ну, по факту, Трамп действительно это делает. Он действительно этим ведь занимается. Они, Нет, конечно же, безусловно. долгосрочно они играют против Китая. Естественно, для этого Венесуэла, Иран. Но и сделка с Россией, это ведь тоже про Китай на самом деле. Это про деньги, но и про Китай в том числе. И они говорят, ну мы же договорились, но действуй теперь в рамках договоренности. Чего ты двурушничаешь? Об этом это все. Вопрос очень важный. Россия меняет переговорщика. Да, это сигнал.
как бы растолкуйте этот сигнал. И важный момент. Но Дмитриев все равно тоже едет в Женеву и Но не к встречается с украинцам. американцами. Он Не не к будет. украинцам, да. Да. Это тоже важный сигнал. Это история про то, что, скажем так, эти треки тоже долго расходились. Вот Кремль, Белый дом, с одной стороны, и вот формат Россия, США, Украина, это кристаллизуется в два отдельных тоже потока. И Дмитриев тоже уже как бы в Майами, например, несколько раундов провел, достаточно автономно от всего этого дела, да. Но сейчас, мне кажется, эта история больше про то самое нефтегазовый сектор, вот о чем будет у Дмитриева разговор, а смена переговорщика ключевого руководителя переговорной группы в трехстороннем формате, когда, давайте так, максимально утилитарный человек с российской стороны, то есть в том смысле, что это было действительно про конкретику, меняется на политика в целом. Мединский в данном случае это про скорее опубличивание того, что происходит, видно без большой надежды на конкретику и какие-то конструктив сейчас на данном конкретном этапе. То есть если был этап до всего этого, где перешли к максимальной конкретике, это самая трехсторонняя группа по военным ведомствам, разведчики и военные в переговорных группах, которые, мясо документов обсуждают, конкретику документов и вырабатывают эти самые документы со всеми нюансами и мелочами. Отправляется туда Мединский для того, чтобы наполнить политическим контекстом. Значит, это отход от конкретики. Вот что это значит. Это отход от конкретики на переговорах. Политическая, экономическая компонента, которая перед Абу-Даби, как казалось, полностью оставлена и сформулирована и зафиксирована, что называется, пусть даже на непубличном уровне, возвращается. То есть, вероятно, Лондону удалось немножко переломить ситуацию с переговорами этими самими за последние полмесяца. За последние недели даже, скажем так, за неделю, может быть, последнюю. И появление Мединского ровно про это. Хорошо, тогда к чему? Опять, если мы наложим вот эти два трека. Первый – выборы, которые вы откомментировали, да, вот. И которые, вероятно, не состоятся сейчас. Вероятно, как мне кажется. И вот эту историю с переговорным, скажем так, треком. Потому что, смотрите, переговоры же были хорошие, да, продуктивные. Более чем. Да. А сейчас какие будут? А сейчас это уже, повторюсь, Мединский – это спикер в первую очередь, это политик в первую очередь. И значит сейчас, предвосхищая отсутствие продвижения именно по политической компоненте всего этого, нужны комментарии политические, для этого нужен Мединский, а не глава разведки, да, Минобороны. Именно для этого там нужен Мединский. И, соответственно, значит, более чем серьезный скепсис есть, в котором утвердился Кремль по части перспектив этих переговоров сейчас. Именно поэтому Трамп говорит: торопись, Зеленский, потому что время твое исходит. У него, у Трампа, время заканчивается. И, вероятно, у Кремля терпеть урвався в целом. Да, и там же явно были сигналы по непубличным каналам переданы куда более конкретные и однозначные. Так давайте так, хорошо, а что может сделать Кремль? Ведь у нас же как принято рассуждать? На дипломатическом треке ничего нового не сделаешь. Вот. Так подождите, а на военном, а на дипломатическом? То есть, опять-таки, нам же вбивают в голову, 4 года скоро будет как. Не то, что там ракеты заканчиваются, уже, кстати, это улетучилось. Ладно. Да, там все непросто для них. Нам говорят о том, что вот когда идет вот этот вот посыл о том, что война какая-то не такая, да, там какая-то аккуратная. Да нет, подождите, все уже применили по Украине, все, что могли. Давайте откровенно, уже все летает, все и что, где результат? Выходит же Рютте, и он не просто так говорит об улитке. Медведь, а оказалась улитка садовая. Это же это тоже на самом деле подстегивает. Это как раз на самом деле тоже фокусировка информационная, медийная. На самом деле нужно понять, что война в другом формате для России – это экзистенциальная угроза для России, для внутриполитического трека, для внутриполитической и внутриэкономической ситуации. Объясните. Россия, потому что это необходимость для
куда более масштабной мобилизации с возникающими последствиями для настроений внутри страны. Это еще необходимость еще большую долю бюджета тратить на военные нужды. Это риски, скажем так, которые были купированы за последние несколько лет в целом, развитие новой волны изоляции политической и геополитической, да, на международном треке. И все это в совокупности на самом деле работает вот на тот самый сценарий дестабилизации, за которым стоят отдельные европейские столицы, в первую очередь Лондон. Да, они ведь никуда не делись. Это агентура, слушайте, это агентура западная, в первую очередь британская, например, французская и немецкая работает с этими всеми терактами, с этими всеми покушениями. Это ведь, давайте так. То, что было заложено еще в 90-е, работает. И, соответственно, риски все эти есть. Но есть один момент и одна компонента военного искусства, которая не решается никак. И на пути решения этой ситуации вполне себе эффективна сейчас российская военная машина. И эта компонент называется «люди». Ничего ты с этим не сделаешь. Можно как угодно рассказывать про улитку, но украинская армия стирается. Украинский резерв стирается. И это невосполнимый резерв. Никакие там немцы, поляки или даже колумбийцы этот ресурс не заменят. И сколько бы они ни лютовали, людоловы эти самые, да, последние полгода регулярно, да даже на самом деле и больше уже, я бы говорил на месяцев 8, регулярно баланс. Это любой, на самом деле, не на камеру, любой человек из власти украинской подтвердит. Баланс соотношения того, что у них получается притащить на ЛБС, да, и того, что теряется убитыми, ранеными, пленными, пропавшими без вести, сбежавшими, негативное для сил обороны Украины. Вероятно, за последние 6-7 месяцев этот минус составил 1100, не меньше. Вот дебет-кредит, что называется, прибыль-убыль, не меньше, а вероятно и больше. И ничего ты с этим не поделаешь. Нет никаких миллионов, которые еще можно наловить, их просто нет. И в этом смысле, да, это дольше, но это без рисков, на самом деле, экзистенциальных для экономики России, это без рисков для внутриполитического трека, а цель достигается, потому что украинская армия воленс-ноленс, но стирается. И никак ты это не восстановишь, никак не восполнишь. И кризис ПВО, он существует. И ты прекрасные вещи можешь рассказывать про программу ПУРЛ, но по факту на Рамштайне 2 дня, по-моему, назад, это 500 миллионов, а не 12 миллиардов. И запасы Пентагона по тем же ракетам ПАК-3, да, или ракетам АМ-120 МРМ для НАСАМС и F-16 ниже низкого. И признаны Пентагоном официально как формирующими риск для безопасности Соединенных Штатов. Соответственно, поставлять они могут только то, что произведут. А объем производства ПАК-3 и МРМ, они, в общем-то, известны. А еще бы надо в воздушной компоненте с Ираном повоевать, если вдруг чего пойдет не так. Как минимум. Они все ТЭДы свои сейчас стянули туда. Но ТЭД никогда и не грозил Украине, да? По факту-то можно декларировать готовность европейцев заплатить 12 миллиардов по программе ПУРЛ. А Штаты столько не произведут просто этих ракет. Они не окажутся на фронте. И, соответственно, дыра с ПВО как была, так и останется. И вот люди, человеки, руинирование энергетики и тыла как такового, с логистикой включительно, а логистика выносится, железнодорожная, системно тоже выносится, никуда не денется. И поэтому выглядит это сомнительно, но окей. То есть можно рассказать про улитку, но по факту 26-й год – это гарантированный системный кризис сил обороны Украины. Потому что люди, потому что ПВО, потому что все остальное. Писториус что заявляет вчера? Мы практически все, что были, отдали. Новых возможностей нет. Соответственно, что? Произвести. А это долго, нудно, неизвестно когда. Я тебя поцелую потом, если захочешь, называется. Поэтому можно сколько угодно щеки надувать про улитки. Но по факту обороноспособность истончается и улетучивается. Но вот это, возвращаясь в самое начало нашего диалога, та самая история, которую Зеленский внутренне принял, его отпустило, что называется.
Ну, значит, будет так. Будут локальные обвалы фронта. Локальные. Я не думаю, людей еще достаточно, чтобы это не было прям тотально растворение. Но локальные обвалы фронта. Это отсутствие электроэнергии, ничего не решится, когда тепло станет. Глобально ничего не... Проблемы будут. Это проблемы с логистикой. Это все, вот 26 год, это системный кризис. Но они готовы. Они считают, что они перетопчутся и пересидят до января 27 года, когда Трамп будет уже не Трамп. И Трампу, мол, будет не до этого. Вот и все. Ну, Но они-то это привет всем тем, кто там сидит в этом, извините, концлагере. они пересидят, но что будет с людьми? Тут же Вот возникает... это я об этом и говорю. А что, мясорубка будет? И на Нет, фронте, и в тылу. вот, Мясорубка социально-экономическая, мясорубка военная. Вот что хорошо, будет. давайте мы с вами не военные, ну, как бы эксперты, Мы да, не эксперты военные, да. но давайте про тыл поговорим тогда. Да. Есть разного рода прогнозы, Мгм. они исходят, я, кстати, хотел отдельно, ну, давайте немножко градус снизим, потом опять повысим. Значит, тут Это же, чревато похмельем тяжелым. тут же как? Психологическим, давайте так, уточнимся, да. Тут же как? Смотрите, есть разные как бы пулы экспертов, да? Есть те, которые, ну или как, медиа, людей медиа, давайте не будем экспертами называть, людей медиа, да? Лидеры мнения. Не лидеры мнения, именно людей, которые мнение транслируют. В Украине очень серьезно, кстати. Если честно, я удивлен, почему в России не пошли по этому пути. Ну, потому что там немножко другие подходы все-таки. Короче, сейчас вы поймете, о чем я говорю. Значит, есть прям, и это действительно большие аудитории собирают, набор вот этих предсказательниц, гадалок, ведьм и так далее. Это серьезный как бы, ну, как бы медийный ресурс. Они могут на картах Таро раскинуть, где будет прилет, и это сбывается. Они могут там еще чего-то. Они друг друга там заменяют. Есть там постарше, есть помладше. Но они тоже формируют мнение, поймите. То есть мы можем смеяться, но это исключительно работа над формированием Я мнений. могу со всей ответственностью сказать, что это очень важный аспект. То Тем есть более для украинцев, у которых мифологическое во многом сознание, это То есть мама дорогая, как это важно. специально запустили. Вот все же удивляются, да, почему, например, у таких идиотических там видео, там кучи просмотров, например, с какими-то малоизвестными российскими оппозиционерами, да, такими. Но они выходят и как бы желчь льют на Кремль, на Путина, и вот, и все. Ну, смотрите, куча же просмотров. Там на этом живет там 24 канал, вот эти эспрессо все. Ну, вы поняли, то есть о чем я говорю в Да, да, медиаплане. да, Вот точно такой же принцип работает и по поводу этих предсказательниц. да. Выводятся люди с определенными прогнозами, люди или канализируют свою усталость, или, ну, в общем, это форма. Людям хочется верить в лучшее, так как они это лучшее понимают. И вот интересно, что и среди таких людей, я не говорю, что они работают на власть, нет. Это просто моду такую завели, и вот это держат медийно. И среди таких людей, и плюс-минус среди некоторых грамотных, их там называют пророссийскими, некоторых даже не пророссийские, внимание, антироссийские, они говорят о вероятном переносе столицы во Львов. Причем это делается на фоне безжизненного пространства, в которое перспективе вот этой войны, которую Зеленский не останавливает и продолжается там весь 26-й год, безжизненное пространство становится Киев, поэтому жизнь, в общем, уезжает дальше, на запад. Вместе с какими-то... Тут есть логика, здесь не только там гадания какие-то, но и те, и другие, в принципе, рассматривают такую вероятность. Мы сейчас об этом поговорим. Интересен другой момент. А что ведьма Мария Тихая делала у Коломойского на суде? Что это такое? Вот как политтехнолог, как откомментируете? Мне прям так интересно. У него же день рождения. Она типа поздравить пришла. Она у Тимошенко на суде была. У Коломойского вот сейчас вчера была. Что происходит? Это как переиначенная сакраментальная. Жизнь дала трещину, во Львов Троещины, что ли, получается. А я думаю, что это хорошие маркетологи просто у нее. Потому что
Я, к счастью, не слежу за деятельностью этой барышни и подобным, но я наслышан на самом деле. Если ты хочешь собирать аудиторию, она на аудиториях зарабатывает. Если ты хочешь вызывать какой-то резонанс, привлекая богатых клиентов, а среди людей состоятельных много людей с мифологическим сознанием, да, очень много на самом деле. Но Ермак вам в помощь, что называется, да, в примирении с этой реальностью, да, как она есть, то так и нужно появляться в эпицентре ключевых медийных событий, на самом деле. Как бы там ни было, вся катавасия вокруг Юлии Владимировны Тимошенко собрала внимание всей аудитории максимально и тотально. И вопросы войны и мира и политики, они на Украине самые актуализированные, самые прогретые, самые мобилизованные. Собственно, политическая сама система, сложившаяся, наверное, так, после акции «Украина без Кучмы» первого года, да, 2001 года, она все эти 20 с лишним лет, и я как невольный соучастник этого всего могу сказать, что это так и есть, вся работа построена через мобилизацию человека. То есть в нервном и психическом смысле ты мобилизуешь. То есть разгоняешь человека. Это эти люди с перегретой нервной системой являются ее клиентами. Это эти люди в этом мобилизованном, измененном состоянии проще всего воспринимают иррациональные лозунги, месседжи, иррациональные доктрины. Поэтому, конечно же, это классика совершенно. И это очень умная работа, вероятно, ее команды, которая просто ее приводит на эти площадки. Ну и Коломойский Игорь Валерьевич. Здесь могло быть совпадение приятного с полезным. С Коломойским ведь тоже работают. Он же не совсем бессеребренник, скажем так. И он, конечно, сам себе человек-оркестр и талантливый в медийном смысле человек. Но и когда был, скорее всего, запрос от команды этой ведьмы, да, прости господи, ну, они сказали: о, классная тема, давайте. Я же знаю, как это обычно происходит. Это так и выглядит. Да, потом помощнику Коломойского и адвокату: а что вы думаете, как это? Ну, так новостные сообщения были посвящены его дню рождения, его картузу и ей, появившимся там. Все, это уже корректировка информационного, скажем так, сигнала. Корректировка. Тем более, вероятно, для заметной части украинской аудитории, наверное, она считывается, воспринимается позитивно. Это профессиональная работа со стороны двух команд. Извините меня, наши зрители и слушатели, за такую вот циничность, но это немножко приоткрытие закулисья нашего технологического. Нет, красиво. Дурят людей, ну что поделаешь? Ну вот красиво, ведь все же, опять-таки, я понимаю, что всех уже достал этот шлем, но это тоже подтверждение, что политтехнология работает. Ну так и правильно. Если бы не приведи бог, я был технологом Зеленского, я бы тоже это делал. Но это предельно цинично. Это из набора технологий, которые называются технологиями позиционирования «мы» и «они», то есть разделение. Чем лучше ты держишь эту границу, что здесь вот мы, а там они, тем увереннее ты можешь делать все, что угодно с теми, кто причисляет к этому самому «мы» вместе с тобой. То есть к тебе себя пришивает, он будет закрывать, но так психика человеческая устроенная. Он будет закрывать на любые твои косяки глаза, если будет считать, что вот эта граница, и там есть они, которые прям важнее, он будет на все это закрывать глаза. И это тоже технологии мобилизации. Отсюда все технологии дегуманизации, отсюда все технологии обезличивания, отсюда все технологии вообще, в принципе, которые применяет украинская власть, начиная далеко не только с 22 года. Но это обрело максимализированные формы, максимально, скажем так, изуверские формы после 22 года. Вот и все. Эх, Михаил, вы знаете... Не питайте, что мочи заплакани называется. Вы знаете, на самом деле я, если честно, очень, как бы вам так сказать, в этом, разрывает вот на самом деле. Вот есть два пути, вот две вот линии. Вот смотрите, у нас Мюнхенская конференция, да?
Это у них Мюнхенская конференция. Ну, у них, да, у них. У них Мюнхенская У конференция. них у рептилоидов Мюнхенская конференция. Значит, выходит Ван И. Это пошли же выступления, то есть там Да-да. панели, выступления, там же много сейчас будет интересного. Из того, что на момент нашего с вами разговора важно, я считаю. Зеленский поехал на корпоратив перед пацанами выступать. Понимаете, выходит Ван И и говорит, Европа набралась смелости говорить с Россией, это хорошо. Да. Выходит Стармер, говорит, сейчас закончить войну, Россия продолжит перевооружаться. Россия будет вот это вот нам угрожать еще больше. Поэтому он не говорит прямо, но в принципе все понятно, да, то есть... Ну да, просто продолжаем воевать, да. Просто давайте продолжать воевать. Да. И ты вот видишь вот эти вещи, и немножко опускаешься на уровень, вот как это все видится на земле. Есть там депутаты или спикеры и разные люди, которые продвигают ужесточение мобилизации. Есть случаи, которые из ряда вон. Вот просто из ряда вон. Он погиб, это видео опубликовано, там погиб человек, которого крутили в ТЦ, ну, как бы сказали, что ТЦК, ну, там потом, нет, вы что, ТЦК там не было, это просто кто-то сидел, выпивал на лавочке, соседи пожаловались, приехала полиция, тут начал сопротивляться, а у него сердце больное, слушайте, пьяный, с больным сердцем, сопротивляющийся полиции, вообще ТЦК не было. Вот прям веришь да забили, в эту... Просто забили чувака, да. Веришь в эту историю, понимаете? Нет, там видео конкретно его крутят, и он умирает просто, понимаете? И как бы и все же понимают, в каком мире они вот живут сейчас. Я бы хотел, чтобы в финале нашей беседы вот есть, да, вот как это, Олимп или вот эти небожители, как вы говорите, рептилоиды, да, вот эти. А есть вот как это, тля для них, да? Обычные люди, да, которые... Обыватели, да, бедолашные обыватели, да. Вот всегда же есть революционная ситуация, когда там верхи не могут, низы не хотят, да, когда вот это вот опрокидывается, переворачиваются песочные часы. Много об этом сказано. Созрело, дозревает, зреет. Одни в отчаянном вот таком говорят, нет, этого не может быть. Что вы хотите от людей, которые внутри Украины, чтобы они какой-то протест подняли? Это невозможно. Другие есть романтики революционные, говорят, подождите. Как ни крути, но Украина всегда славилась черными радами. Украина всегда славила... Это Майданы я не беру в расчет, потому что это, понятно, инспирированные истории, это не будем уходить сюда. И что 4-й год, что 14-й. Это просто расчет был на эту ментальность. Но Украина всегда там, где два украинца, три гетьмана. И, мол, это типа... фронтир, это классическая ментальность фронтира, она была, есть и будет. И говорят, мол, да. подождите. Это сейчас там кажется, что этих мужичков гоняют, но показали же всем, и разошлось по интернету, как в Днепре останавливается там эвакуатор, погрузчик выскакивает в красном. Дед берет монтировку и разогнал ТЦКшников. И а ТЦКшники молодые пацаны, они в шоке были с баллончиками с этими. Он взял монтировку. И люди говорят, елки-палки, все-таки это поколение еще как бы даст джазу. Вы среди каких как бы плаваете? Среди верующих или неверующих? Да. За какой интернационал? Я среди реалистов, и мой опыт многолетний, десятилетия мои, проведенные в работе с людьми, да, на выборах и вопросах там, политического позиционирования, говорит в пользу того, что да, есть расхожая фраза, что бунт победивший называют революцией, да, но я очень неплохо, как человек, переживший 4-й год, скорее как бы все-таки как сторонний наблюдатель, хотя для меня тогда, для дончанина, переехавшего за 2 года до того в Киев, да, я неожиданно для людей, которые даже хорошо меня знали, превратился в бандита, який сыт по подъездам, да, ну так вот. Это, кстати, технологии дегуманизации называют, те самые. Но год-то 14 я их неплохо изнутри знаю, вот так корректно скажу. Я понимаю, в каких ситуациях запускается этот эффект домино, когда уже не спасти. Украина сейчас бесконечно, точнее, киевский вот режим, в данном случае будет именно режим личной власти Зеленского, бесконечно от этого далек сейчас, от эффекта домино.
Он не иллюзорно держится на штыках правоохранителей, но так, с другой стороны, об этом можно сказать про любую власть, которую снесла революция. Да? Смысл-то тут в другом. И власть Януковича казалась еще в феврале достаточно крепкой. Вроде бы все контролируется, правоохранители, суды, прокуроры, вот все это здесь. Да? Антитеррористическая операция впервые, кстати, прозвучала именно на Майдане тогда. С зачисткой, если мне не изменяет память, вот этого Дома профсоюзов Киевского, да, где Биг Бен, вот, который потом сгорел, собственно, в результате этих мероприятий. Соответственно, вроде бы и здесь также может быть, но, опять же, ни одни революции без внешнего фактора не происходят. Это нонсенс. Они всегда рождаются под влиянием факторов внутренних, но в них всегда включаются факторы внешние. И единственный сценарий, при котором я предполагаю, допускаю, что вся система полетит к чертям, да, базируясь как раз на этих настроениях. А настроение, конечно же, есть. Это огромный внутренний протест, огромная пружина сжатая на самом деле. Когда это к чертовой матери все закончится, когда это будет остановлено. Вот маленький шаг в сторону бывает. Есть такой прекрасный фильм «Идеальный шторм», да, там, с Клуни со всеми. Там есть такой момент почти в самом финале, когда они оказываются в этом центре шторма, урагана, и солнце там. И вот они как бы смотрят там среди этих огромных волн солнечный свет, и на них, на лицах, это прекрасная операторская работа режиссерская. А потом видно, как тень уползает, уходит снова сюда, и вот в глазах гаснет надежда. Вот у людей на Украине сейчас с этими всеми переговорами, с этим вот вроде бы подошедшими вот за шаг до мира всего этого процесса, то те же настроения. Уходит надежда на мир здесь и сейчас. И, конечно же, это серьезнейший триггер внутреннего слома. И серьезнейший триггер, который может привести к этому бунту или бунтам. И они будут. Это будет нарастать. Но пока у любого этого протеста внутреннего нет внешней легитимности, ни Лондон, ни Вашингтон не заинтересованы в дестабилизации. Потому что и для Лондона, и для Вашингтона, и для любой европейской столицы любая власть на Украине, и, соответственно, вообще Вторая Украинская Республика – это инструмент влияния на Россию. Разного влияния, с разными целями. Подождите, откуда вот... Это же тоже вранье. Вот что? Люди говорят, если, например, будет бунт, если будет, смена власти, люди поднимутся, вот это вот в порыве, в едином, то это обязательно как бы поможет России. Не-не-не, я не об этом. Вообще не поможет? Не-не, вообще не об этом. Они опасаются, в данном случае есть две ключевые политические силы, оказывающие определяющее влияние на политическую систему Украины. Это Вашингтон и Лондон. Они опасаются и момента дестабилизации. Вот этого самого момента, когда запустится эффект домино, и все во многом будет хаотизировано. Они не сомневаются в том, что кто бы там потом ни оказался при власти, да, в Киеве, что это будет человек, с которым они будут работать. И действительно, в этом смысле, как орудие против России, ничего не поменяется. Не окажется у власти пророссийских, условно, политических сил или персон, или что, не придет там военные какие-то, которые скажут, а мы вот за Россию. Не будет этого, это совершенно очевидно. Но момент хаотизации – это избыточные в их представлении риски. Так почему они хотят разваливать Россию, ввергать ее в хаос? Да. А тут они хотят хаоса, а тут они его боятся и не хотят. Потому что они сейчас владеют ситуацией. Там они не владеют ситуацией, а здесь они владеют ситуацией. Нахрена и Азербайджан? Они же до Анкориджа Штаты, это абсолютно точный инсайт. Полгода рассказывали Москве, что не надо никаких выборов. Мы все тут сейчас разыграем, всю партию распишем. Не надо никаких выборов, потому что выборы это, не пойми, что будет происходить. Какие-то вот эти самые бунты, эти все самые риски хаотизации, пусть в коротком периоде. Но это мутная вода, в которой могут выловить в их представлении не те, кому надо рыбку. Поэтому нет, они против этого всего. Бунты будут. Нарастать сопротивление будет. Общество будет и одновременно и перегрето, и деморализовано, и фрустрировать. Вот все это будет бурлить, этот бульон. Будет? Да, будет. Ситуация начнет ухудшаться на фронте, гарантированно начнет ухудшаться в социально-экономическом смысле. Посмотрите, нету просто денег для бюджета. Их просто там нет на социальные нужды, расходы, на поддержку инфраструктуры. Их просто не будет в 2026 году, этих денег.
Дефицит огромный бюджет. Все деньги, которые придут в нематериальном измерении от Европы в рамках даже того несостоявшегося репарационного кредита, они будут направлены на военные нужды, они не пойдут в гражданский сектор. То есть, соответственно, ситуация социально-экономическая будет резко ухудшаться. Ситуация на фронте точно будет ухудшаться. Будет это будировать людей, будет это триггерить людей? Да, конечно же, будет. Но без внешней легитимации ни один бунт не превратится в революцию. Но это факт. Совершенно непреложный, как для меня, человек еще с историческим образованием. А пока перспективы этой легитимации... Единственное, что если вдруг, уже не таясь, Лондон с Вашингтоном схлестнутся за Украину каким-то образом. Вот тогда могут разыграны быть такие экстремального порядка. А так все будет, к сожалению, крайне плохо для людей. Хороших вариантов нет. Солнышко исчезает, все. Вот этот вот луч, глаз циклона, он закрывается ураганом снова. Михаил Павлев был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Друзья, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, напишите, что думаете в комментариях. Да, как-то, да, вот это тоже история. Тут солнышко уходит, а я говорю, ставьте лайки, да, ну, видите. Значит, просто больше людей это увидит, так работают алгоритмы YouTube. Нет, вы понимаете, в языке зашито. Тут уже надежды нет, но лайк поставь, понимаете. На самом деле, понятно, что это, конечно, так вот, чтобы немножко разрядить атмосферу. Самое главное и неизменное, берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.